Значит, фамилия, имя, отчество, год рождения. Рождение. Давай. Смык Игорь Петрович, 1.12.89. Так, я понял. Когда был призыв и по какой причине? 17 марта по звонку от головы сельсовета, что завтра на 8 утра быть в Доме культуры в районном центре, на сборы в Белую церковь с собой, еду на сутки, трусы, носки. Я понял. Значит, то есть это получается мобилизация, правильно? Да нет, сказали сборы, не было тогда, приказа еще не было, никакой приказ не вышел. Уже во время, на второй день объявили, что мы попали на сборы на 10 дней, по истечению 10 дней продлили на 45. В течение 45 дней мы уехали на учение в Житомирскую область. В Житомир, на полигон. Я понял. Что дальше происходило? 2 недели там катались по пескам, по полигону. Были учения, там, вот, отрабатывали. Потом пригнали на станцию погрузки в город, в Житомире же. Сказали, что едем в час обратно. Пути было там меньше суток, где-то полдня. Вот. А ехали 3 суток. Приехали в Камыр-Зарю, Запорожскую область. Что вам на это пояснили и какие задачи ставились? Никакие. Сказали, у нас проходят учения. Сказали учения, стояли сначала под селом Новоукраинка Запорожской области, потом под Луганским Запорожской области, потом под Антоновкой, окончательный пункт дислокации был. Я понял. В каких боевых действиях и участие принимал ты? После того, как меня привезли под конвоем, я уже приехал, когда женскую зону обстреливали. Уже 2 или 3 дня до этого обстреливали. Это какой город, какая территория, какой район? Это между поселком Панченково и Краснопартизанском. Какие виды оружия использовались вами? Какое вооружение было? Вооружение было АКСУ, 4 магазина. Сам механик-водитель гаубицы, САУ-23. АКС были, у нас не было, были там офицеры, там взводов управления, там были АКС. Да и все, в принципе. Я понял. В каких районах еще территориально находились? Под Краснодоном? Да, под Краснодоном стояли. Пока не выбили нас. Какие боевые действия предпринимались? Велась, насколько известно, стрельба по заданным целям. Не по скоплению людей или еще кого-то, а приносили готовые цели, насколько мне известно, и по ним лупили именно по целям. То есть вы работали с закрытых позиций, по заранее определенным координатам целей? Да. Характер целей вам был известен? Нет. Может, командиру орудия был известен, там наводчику тоже вряд ли. Никто ничего не говорил. Какое количество людей у вас присутствовало? Батарея полностью гаубичная батарея, полностью с задами управления, около 60 человек было. Погибшие, раненые были? Да, были. Под Краснодоном после первого залпа града на Петра и Павла погиб срочник и 2 300 тяжелых было. Кто-то из местного населения или из друзей, кто-то вам помогал, приносил продукты питания или же продовольствие? Нет, под Краснодоном нет, вот под Панченково там ездили, там какой-то местный сначала вроде бы помогал, не вроде бы, там да, что-то свинью давал, все. Пока к нему не заехали ополченцы, мне сказали, что не надо помогать. Он отказался, культурно извинился, сказал, что извините, ребята, я не могу. Потом меняли соляру уже, под конец. Меняли соляру на сиреты, на хлеб, которого не было. То есть с продовольствием, со снабжением было туго, да? Такое, никакого вообще снабжения не было, потому что находились в плотном кольце. Сначала что-то
До колонны пробовали дойти, которые успешно получалось разбить. Вот. Самолеты сбрасывали продукты. Вот. Последний раз сбросили сухпай, дали на сутки. 1 на 2, сказали на сутки, а было 4 суток жили. Значит, были раненые, погибшие у вас. Да. Как оказывалась первая медицинская помощь и что поступали с ранеными? Какие действия предпринимались? Не знаю, ну, первых самых раненых так, ну, отвезли где-то на 1-й батальон вроде бы. И, А где он был расположен, первый батальон? не знаю, где-то за нами, ну, наверное, в районе Панченко, может нет, я не знаю. Я знаю, что среди ночи, там, час или 2 ночи их на Кразы повезли, 200-го и 2-300-го повезли туда. Что, в каком районе ты говорил, что после боя раненых просто закапывали? Ну вот, в районе Красного Террикона или что-то, ну, название на красное что-то, да. Наняли местного деда, вот, который бульдозером вырыл яму, туда всех сбросили его. И просто закопали, правильно? Загорнули, да, сверху танком закрутили. Закрутили, чтобы или не разрыли, или как-то так объяснять. То есть потери 72-й бригады там, ну, никто воистину не озвучивает. Там что-то озвучено, цифра в 100 с чем-то человек. А разбита, ну, вся бригада разбита. За исключением тех, что сдались. То есть конкретного поселка или города ты не знаешь? Нет, я помню, вот, или вроде бы Красный Террикон. То есть это Краснодон, может, или Нет, что? нет, нет, Красная, точно. поселок Красная. Нет, не Краснодон, не Красный, не Краснопартизанск, ну, Червонопартизанск, нет. Что стало с вашей боевой техникой? Ну, насколько известно, так взорвали, когда отступали. То есть ты уже не присутствовал при этом, Нет, правильно? я присутствовал, я 10 дней назад ушел. Я понял. Что до этого. Родители есть? Отец. Отец и сестра. Ты написал... То есть жена, дети, ты говорил, есть, Я в правильно? разводе. Ну да, есть ребенок, но я в разводе, дочка года 3. М. Ну, сообщалось ли родственникам погибших, Нет. раненых, что они... Раненых, да. Погибших нет. Ну, Что- срочника сейчас мать до сих пор не знает, что он погиб. А у тебя есть фамилия, имя этого срочника? Волков Дима. То есть его, как ты говоришь, просто закопали в яму и Не, скинули. вот его То есть он нет, пропал его- без вести, да? Тогда его куда-то отвезли, ну как сказали. А куда, я не знаю, что с ним тоже, с его телом, я не знаю. Вот. Он где-то, ну, в Донецкой или Луганской области, потому что его тело не могли доставить в связи с боями. Ну, домой. Ну, как объяснили сюда. А где он шел, я без понятия.